Всем привет! Наконец-то я добралась до нашего плетения. Как вы многие знаете, кто у меня в инстаграме подписан, кто не подписан, подпишитесь. Я занялась еще помимо плетения еще кожа. Так, я здесь уже показываю, смотрите, я плету короб небольшой, прикрепила все скотчем, лишь бы хоть как-то держалось, оно потом не столь важно, и нашими невидимками. Плетем обычная донышко прямоугольная. У меня много роликов на канале, кто не знает, можете посмотреть подробнее, если здесь что-то непонятно. Первые одну или две ряда мы оставляем, проплетаем и оставляем края открытыми, для того, чтобы потом поднять и сделать из них стойки. Дальше я плету, загибая по краям, повороты делаем и плетем то расстояние, которое вам нужно. Сейчас я это все покажу. Вот, что я имела в виду. У меня вот первый ряд, видите, одна трубочка, потом через 5 рядов еще одна трубочка выходит, но потом я поняла, что я не хочу стойки одинарные, хочу двойные, поэтому в конце я потом покажу, как сделать двойные. Добавлю. Там, где я сейчас сделала одинарные, я просто потом их подставлю, чтобы были двойные. Оставляем трубочку. И подставляем с другой стороны. Не помещается у меня все в камеру. Подставляем вот таким образом. И остается у нас стойка слева. Сразу оставляйте ту высоту, которая вам нужна. Если сильно большой короб, то, конечно, у вас высота будет меньше, чем вам нужно. Проплетаем дальше. Трубочки я увлажняла своим старым методом, как и раньше. Ничего нового я не изобретала за это все время, некогда было этим заниматься, что-то новое делать. Сейчас не те времена. Обрезаем трубочку и поворачиваем ее. Трубочки я красила корой дуба самоваренной. Берете кору дуба, кто не знает еще, я беру 100 грамм на 2 литра воды где-то примерно. Варю 1,5 часа, потом добавляю ложку столовую соды без горки. Аккуратно добавлять, потому что она пенится и любит очень сильно вытекать, выплюхиваться наверх. И еще полчаса где-то доваривается. И получаются трубочки. Сушить надо, если хотите меланж, не переворачивая. Вот как положили сушку, так и сушите. Я их сушу спокон веков, еще, наверное, с самого начала своего издания на YouTube роликов. Сушу в духовке, потому что у меня квартира не позволяет сушить их произвольно, поэтому приходится применять духовку. Если кому-то интересно, пишите в комментариях, я вам это объясню, расскажу. Подставляем трубочку еще одну, оставляем. И здесь я сейчас покажу, как я делала двойные наши трубки. Проплетаем вправо. Здесь, как видите, мы уже оставили одну, теперь мы оставляем просто вторую справа. С этой слева у нас пока одна, мы подставляем сейчас еще одну, и тоже она остается у нас слева. А потом в этот ряд мы уже будем загибать как обычно. Все очень просто и легко. Ничего сложного вообще в плетении в принципе нет, если вы знаете некоторые нюансы и включите немного логику свою. Насчет покраски. Я вот когда сварила вот эти вот 2 литра, я покрасила, получается, насыщенный такой цвет. И потом я могу еще добавить воды. Отжала все это, вылила краску, и осталась гуща. И с этой гущи я добавляю еще воды, там литр или сколько, и еще где-то часик или полчаса могу проварить или вообще не варить, просто разбавить то, что там есть. И получается такой вот светлый цвет, как видите, вот у меня самые светлые трубочки, это таким образом сделаны. Просто размешиваю с той гущей, которая есть, обычную воду, и получаю еще светлый цвет, ничего уже не делая. Можно проварить еще немножко, но не обязательно.
Так, здесь я подняла трубочки, и по форме я их на ночь оставила на резинке. Резинкой обмотала, вверх подняла, высохли, и теперь мне удобно их плести, потому что они сами стоят кверху. Не надо их придерживать. Плетем веревочку из 3. Углы я решила сделать не острые, а такие вот как полукруглые, поэтому у меня, как видите, на углах 4 трубочки. Если они были бы немножко, ну их надо просто сдвинуть друг к дружке ближе, тогда у вас будут острый угол можно сделать. Плетем веревочку из 3. Кто не умеет плести, вообще очень слабо плетет и не понимает веревочку из 2, из 3, ситец и так далее, плейлист для новичков на моем канале всегда открыт. Пользуйтесь на здоровье, там поочередно все уроки, все расписано, что, как, зачем делать. Это не меняется в плетении, не поменяется никогда. Поэтому пользуйтесь и смотрите. Делаем острый угол и наращиваем наши трубки. Проплела я 2 ряда веревочки из 3 и потом плела ситцевое плетение. Так как у меня четное количество стоечек, я плела ситцевое плетение вдогонку 2 трубочками. Здесь я показываю очередной раз, как я заканчиваю веревочку из 3. Заводим сначала левую трубочку, потом среднюю и потом последняя. Последняя трубочка всегда заходит за помеченный первый стоячок, с которого вы начинали. И плетем второй ряд. И так же само заканчиваем ряд. Точно так же. После этого мы можем продолжить и плести уже любой узор, который вам нужен. Проплела нужное количество вверх рядочков, подставляем еще одну трубочку для того, чтобы сплести веревочку из 3 опять. Так я начинаю после ситца плести веревочку из 3 или из 2, из 4, без разницы. Просто подставляйте нужное количество трубочек рабочих и плетете. Проплетаем один ряд веревочки из 3, заканчиваем его так, как следует. И после этого я уже буду плести загибку. Загибку буду плести самую обычную из 3 разгу.
Перед тем, как плести розгу, я всегда практически убираю старые стойки. Я их обрезаю под ноль и подставляю новые свеженькие увлажненные трубочки. И на них уже плету. Я не люблю размачивать старые трубочки. Мне не нравится это дело, но это на любителя. Если вас это устраивает, можете размачивать старые. Я подставляю всегда свеженькие. Я подставляю, и сейчас приступим к плетению розги из 3. Подставляем дополнительные трубочки для того, чтобы вам потом легче было определить, куда вам что просовывать. Наклоняем нашу стойку за стойку. Здесь вы определяете количество, которое вам нужно. Я беру 3 трубочки. Вот я загнула 3 трубочки. Дальше, если вам надо 4, значит загибаете дальше. Я не загибаю. Берем трубочку, заводим за стойку, сразу обрезаем, чтобы не было у нас пенечков торчащих никаких. Немножко клея, потому что это угол будет. Так клей можно не добавлять. Аккуратно следующую заводим. Здесь тоже обрезаем. Расстояние у меня между стойками где-то 3 сантиметра. Я точно не мерила, но где-то так. Около 3. Заводим. И таким макаром мы все проплетаем по кругу. Потом будем заканчивать нашу розгу. Подошли мы к окончанию нашего круга. Здесь я вытащила уже нашу запасную одну трубочку. И на ее место буду просовывать новую свою. Просто плетете, как и раньше, продолжаете плести так же, как вы плели по кругу, точно так же и здесь. Просто ставите все на свои места. А место вы пометили, поэтому это сделать несложно. Ничего придумывать не надо нового. Вытащили, на это место протянули. Запоминайте, откуда вы вытаскиваете, и будет все легко. Я знаю, что в нашем плетении, в нашем рукоделии появилось очень много новеньких, поэтому думаю, это пригодится. Объяснение. Хотя мы это плели уже, конечно, 1 раз, но ничего страшного. Последнюю трубочку вот здесь мы, смотрите, вот здесь отодвигаем последний вот этот вот шовчик. Сейчас обрежем лишнюю, я ее не обрезала. И вот сюда вот мы укладываем вот в это место. Смотрите по узору и не заблудитесь. И там, где мы вытащили дополнительную трубочку, аккуратно все поправляем. И в принципе на этом короб наш закончился. После этого я его отгрунтовала грунтовкой и лаком покрыла в 2 слоя.
И на этом все. Ну и, конечно, подсушить. Всем спасибо большое за просмотры. Огромное спасибо всем, кто поддерживал меня эти 2 месяца, которые я не выходила. Я имею в виду тех, кто писал комментарии, кто поддерживал материально. Я это все ценю и все это вижу. Всем за это огромное спасибо. Надеюсь, увидимся в новых роликах. Не так уж, задерживать, надеюсь, не буду. Как получится по обстоятельствам. Всем творческих успехов и до встречи в новых роликах.